Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня я отвечаю на вопрос наших телезрителей на тему, что такое жеребец и что такое мерин. То есть мне задают вопросы, кого лучше держать в своем хозяйстве. Я не говорю о конюшнях больших, о КСК, о комплексах, где происходит обучение детей, либо спортивные какие-то вещи. Там свой, так сказать, установленный порядок на каждой конюшне собственный. Я говорю о содержании лошади в хозяйстве частном, на подворье, где одна или две лошади, ну или 3 максимум. Вот. И встает вопрос, что лучше, держать жеребца или кастрировать жеребца, и чтобы он был мериным, при условии, что первое, он живет один, он живет вместе с другой лошадью, тоже жеребцом, допустим, или мериным, и третий вариант с кобылой. То есть вот эти 3 варианта. И какое мое мнение на тему оставлять жеребца жеребцом, покупать мерина, либо кастрировать жеребца, и вообще надо ли жеребец в хозяйстве. Вот на эту тему мы сейчас поговорим. Вот у нас гуляет тут жеребец, производитель, который живет сейчас лето, уже закончилось, но все лето он жил отдельно от табуна кобыл. Почему? Потому что в табуне работал другой жеребец. Если был бы он мериным, то он гулял бы с молодыми жеребчиками в компании, с молодняком или с кобылками молодыми, и, собственно, ни в чем бы себе не отказывал. Но поскольку он жеребец, и у него гормоны не дают ему спать спокойно при виде кобыл, либо чуя запах кобылы в охоте, либо видя других жеребцов, молодых или постарше, он, конечно, начинает заявлять свои права на данные обстоятельства. То есть он может выстроить иерархию в табуне жеребцов, то есть начать драку. И пока либо ему не уступят другие жеребчики и скажут да, мы согласны, что ты главный. Либо, если не согласны, то он будет их гонять, кусать и вообще может покалечить. Либо он будет крыть кобыл, которые ходят отдельно, то есть это молодняк, допустим, те кобылы, которые не с табуном, либо драться с производителем другим. Ну, с меринами тут отдельная история, потому что мерин – это животное непонятное. Вот, о них мы поговорим немножко попозже. Вот поэтому жеребец гуляет один сейчас. В табун пока не идет, поскольку неизвестно, останется он у нас дальше или нет. Если пускать его в табун, в семью, то он, конечно, тоже выстроит иерархию в табуне, то есть он скажет, я главный, кобылы должны будут ему подчиниться, если они не подчинятся, он их покусает, чтобы они ему подчинились. Вот. Ну и табун тогда будет ходить все вместе, всей компанией, вот, с жеребятами, но жеребчиков старше года он, конечно, в табуне не потерпит, он будет их выгонять и кусать. Поэтому жеребчики старше года гуляют отдельно. Как бы вот тут такие минусы. Если у вас не табун, если вы не занимаетесь каким-то плановым разведением, если у вас одна лошадь, одна кобыла, допустим, и хотите ей мужа, то с этой кобылой он будет жить очень хорошо, спокойно, и, собственно, у них будут дети, и они будут счастливы в своей жизни. Вот, жеребец будет спокоен и уравновешен, если ему не нужно будет делить ни с кем свою кобылу. Ну, или 2 кобыл, или 3 кобыл, неважно. Если не будет раздражителей, то он будет спокоен. Но жеребята от этих кобыл, когда будут вырастать, становиться старше, чем год, вот тогда нужно будет их либо продавать, либо их отставлять отдельно, либо еще что-то делать, чтобы эти же ребята не раздражали папку, и папка их не погрыз. Вот, это важно, это помните. Ну, а кобылки, соответственно, старше года уже могут быть покрыты отцом.
Чаще, конечно, жеребцы не кроют своих дочерей в табуне, но если не табун, а семья, то он либо выгоняет их, ну, в табуне жеребец выгоняет молодых кобылок прочь, они формируют такие небольшие компании с молодыми жеребчиками, с молодыми кобылками, гуляют отдельно. Вот. Но в семье, конечно, жеребцу ничего не остается, как кобылу молодую, пришедшую в охоту, покрыть. Это вам тоже не нужно, потому что покрыться кобыла может прямо в возрасте года. Вот. Ну вот сейчас вот он гуляет отдельно, он, в принципе, достаточно спокойный парень. Вот. Подходит общаться, он не орет, не бузит. Но, конечно, если он увидит кобылу или жеребца рядышком, он подойдет выяснить, что вообще тут это животное делает и что с ней или с ним можно тоже сделать. Вот, то есть вот так. Если у вас живет жеребец, и вы хотите ему пару, и спрашивают меня часто, какую пару этому жеребчику лучше завести, жеребца второго, мерина или кобылу. Все зависит от породы вашего жеребчика, породный он или беспородный, и планируете ли вы его разводить дальше. Если планируете, он ценен, то купите ему кобылу его породы, его качества и зарабатывайте еще между удовольствием от верховой езды и общением с лошадьми еще и деньги. Вот. Ну, а если у вас обычная какая-то ВПшечка, и вы не собираетесь разводить эту лошадь дальше, то можно кастрировать, не боясь никаких последствий, и завести ему уже в компанию другого мерина, либо кобылу. Почему это будет спокойнее? Потому что вы сможете ездить на этой лошади в те места, где есть и жеребцы, и кобылы. Вы сможете, не боясь, работать на каких-то мероприятиях. Вы не будете зависеть от его гормонального фона и присутствия других лошадей, как говорится, в кадре. То есть тогда мерин. Ну, как живут жеребцы? Жеребчики молодые вместе, ну, допустим, 2 или более, живут хорошо. Опять же, если нет раздражителей в виде кобылы. Они и дальше живут хорошо, тоже если нет таких раздражителей. Но приходит момент уже такой взрослой жизни, когда лошадь достигает, точнее, конь, жеребец, достигает возраста 7 лет. Это такой, скажем так, возраст совершеннолетия жеребца. И тогда он может в корне и поменяться, то есть измениться может его характер, его взгляд на жизнь, и он может вчерашнего друга своего, тоже жеребца, начать ненавидеть, кусать, грызть, и вообще у них любовь закончится. Тоже может такое произойти. Так что тоже можете быть к этому готовы. Ну и подведу, наверное, резюме всему сказанному. Значит, в частном хозяйстве, где одна лошадь живет, и вы хотите ей компанию, если лошадь породистая, неважно, жеребец или кобыла, вы заводите ей равнозначную ей пару, разводите эту породу, продавайте жеребят и получайте доход. Если лошадь беспородная, вы хотите просто на ней работать или кататься, или брать к себе на постой каких-то других лошадей, ну, в свою там деревню, в свою частную конюшню, то нужна вам будет лошадь та, которая не будет реагировать на приезжающих лошадей. То есть мерин – это идеальный вариант. Вы можете брать и кататься рядом с жеребцами и с кобылами. Вы можете работать на любых мероприятиях, где-то в городе, в деревне, в селе, катая масленицу или еще что-то, где другие лошади, абсолютно не боясь того, что возникнет драка. Если у вас жеребец, вы хотите ему пару, то есть ему друга, то можете с полной уверенностью покупать ему жеребца, либо мерина. Но покупая жеребца, помните, что жеребцы в какой-то период взросления могут вдруг
перестать дружить между собой и друг в друге увидеть абсолютного врага. С мирянами такого не происходит. То есть смотрите, что для вас важно. Какая у вас стоит цель? Работа и получение спокойного, так сказать, и комфортного общения с лошадью, тогда вам нужна лошадь менее раздражаемая. Это мерин. Или кобыла, при условии, что нету рядом жеребцов. Если вам все равно, вы одни и в округе никого нету, пожалуйста, держите жеребца, держите ему в друзья мерина. У них будет гармония и хорошее общение. Два жеребца тоже могут жить прекрасно вместе. Смотрите на характер жеребцов. Кобыла с жеребцом могут сосуществовать замечательно и тоже жить дружно всю свою жизнь, любить друг друга и быть абсолютно друг другу лояльны и, скажем так, безопасный и комфортный в общении, но помните, что жеребят вы должны будете продавать, когда жеребята достигнут максимум годовалого возраста, иначе отец будет либо крыть кобыл, либо грызть жеребчиков. И, собственно, жеребчик может и мать покрыть, тоже это не нужно вам. То есть, либо кастрировать тогда, но тут тоже проблемы кастрированного бывшего жеребчика. Жеребец может воспринимать все равно как конкурента и может гонять, если присутствует кобыла. Если кобыла есть, то жеребцу мерен конкурент, помните это. Они не стабунятся втроем. Все равно жеребец будет меренно гонять. Мерины сами по себе животные странные. Я меринов не понимаю. Это не кобыла, это не жеребец. Если жеребца понятно, что интересует. Размножаться, общаться. Они азартные, они такие достаточно приятные в общении. То есть они интересуются многим, они внимательны. То есть в работе жеребец мне нравится больше. Мерин – это что-то такое... ну, я поем. Вот. И часто мерины бывают конфликтными. То есть он не знает, что ему нужно, он ведет себя и как жеребец бывает, и как кобыла. То есть дерется как жеребец, визглив как кобыла, конфликтен, драчлив, причем дерется и копытами, и зубами. Я меринов с кобылами не выпускаю, а мерина гуляю, ну, вот, который жили у нас, гуляли либо отдельно, либо с жеребчиками молодыми, со взрослыми жеребцами тоже чувствовали себя не очень. То есть либо грызут их, либо они начинают грызть всех, жеребцы не понимают почему. Ну вот, в общем-то, наверное, сказала все, что хотела. Выбирайте ваш вариант. Смотрите, что для вас лучше, что для вас удобнее. Любой из вариантов имеет место быть. Все зависит от характера вашей лошади, от желаемого на выходе и от желаемого комфорта вами. И вот, собственно, и все. Всего хорошего. Смотрите наш канал. До свидания.